Привет, 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 песеры, с вами Морж. Давно у меня на канале не было финалов турниров, и вот он и подскочил. Естественно, это финал турнира группы Миши Смирнова, турниры номер 1, вы ее все знаете, но кто не знает, ссылки в описании, закрепленном комментарии, переходишь, подписываешься, читаешь правила, участвуешь, попадаешь в финал, попадаешь на мой канал, вот такие вот дела. Там еще и приз какой-то по-любому есть. Так, сегодня у нас сражаются Рашид Ализаде, играет он за МЮ, я думаю, вы тоже его знаете, частенько он бывает в финалах турнира. В общем, достаточно известная в PES личность. И его состав вы видите сейчас на своем экране. Состав достаточно интересный, вот Оуэн, центральный нападающий, Марадона на АПЗ. Я думаю, Марадона очень быстро устанет, но тем не менее, Рашид в финале, Рашид делает вот такой вот выбор. И, собственно, посмотрим, как он покажет все это дело на поле. Ну а сейчас переходим к составу второго участника. Это Илья Ушаков. Он играет под эмблемой Наполи. Здесь мы сразу видим двух шоу-таймов. Это Асимхен и Тиаго Силва. Плюс Куртуа на воротах. Мне тоже Куртуа очень даже нравится. Бруно на центральном полузащитнике. При этом карта от команды недели. На самом деле Бруно от команды недели чемпионата мира был немножечко лучше. Ну и Румениги в нападении. Такая, так сказать, классика 21 года. В общем, состав тоже вполне себе интересен. Я, если честно, Илья, может, ты тут на меня обидишься. По-моему, я не слышал твоего имени и фамилии до этого. Возможно, ты первый раз в финале, тогда пожелаю удачи и надеюсь, она будет с тобой на поле. Ну, болеть, естественно, ни за кого не буду. Жду интересный матч и жду классные результаты. В общем, хочешь участвовать в турнирах, ссылка в описании закрепе, там тоже другие полезные ссылки. Давайте переходить к матчу. Ну что ж, матч. Манчестер будет начинать это футбольное противостояние. Огромное спасибо ребятам, что записали финал, записали в хорошем качестве. Ну, единственная просьба, когда в следующий раз кто-то будет писать, пожалуйста, делайте кнопки немножко более прозрачными. Слегка мешает. Марадона отдает на Оуэна, пока что Рашид у нас сразу начинает свою атаку, пытается забить с кикоффа, не получается, и Илья мяч перехватывает. Срезка в центре поля, мяч у Виеры сразу же находит Оуэна. Оуэну не дают, нет, все-таки не дают развернуться. И пока что ударов в сторону ворот нанесено не было. Матеус отдает передачу на Асимхена. Асимхен пытался подключить Румениги, но защитник становится на пути к мячу. Неймар дриблит Неймар, что, в общем-то, не удивительно, но мяч, к сожалению, снова потерян. Пока что немножко хаотично идет игра, да, срезка на срезке, и до какого-то логического завершения атаки не доходят. Робертсон все-таки прорывается по левому флангу, пытался сделать ошеломительную подачу, но мяч выходит за пределы поля. Марадона вбрасывает, Беллингем, и мяч уже у Дембеле. Дембеле сразу же начинает забегать, мяч попадает в Казимира. Снова у нас Илья в атаке. Хорошо прокинул мяч Асимхен, очень даже хорошо. Передача, да тут должен был защитник выносить. Не знаю, слишком бы странный мяч получался. Хотя Асимхен, конечно, сыграл великолепно. Матеус передавал на своего партнера по команде. Пас не дошел, Бастони у нас сыграл в перехвате. Да, вот идет, что называется, перехват на перехват. Неста передает на Малину на правом фланге. Подключение Дембеле, он подключает Беллингема, начинает забегание Дембеле, Марадона. Вот сейчас бы передачу, да, туда передача идет на Неймара. Хорошо, он был и один, но здесь, по-моему, нужно было пробивать. И мне кажется, Рашид немножечко поспешил, и за Оуэна стоило уже пробивать. Но Оуэн все равно пробивает с подкруткой в дальний угол. Куртуа на месте, и первый удар в сторону ворот на 18-й минуте у нас происходит. Румениги скидывал мяч на Асимхена, но идет потеря для Наполи. Снова в атаке Манчестер. Варан здесь на месте, Варан здесь справляется. Бруно Фернандеш куда будет отдавать? Передача на Оуэна, да? Оуэн нашел Дембеле, но не сможет. Вряд ли. Нет, смог Дембеле развернуться и пробить сможет. Попадает защитника Беллингем, скидывает на Марадонну. Пытался тоненькой передачей найти своего партнера по команде. Марадона с подкруткой. Снова Куртуа. Куртуа на месте. Куртуа отличный вратарь, спецкарточка вот, то еще более хороша, но даже обычная очень даже хороша и стоит крайне надежно, так сказать, рекомендую. По правому флангу Джеймс начинает атаку Наполи, передача на Румениги, который оказывается в офсайде, еще и попадает в штангу во вратаря, и мяч летит хрен пойми куда. Но все равно у нас был офсайд, поэтому мяч не засчитали бы.
Ну что ж, идет удар от ворот. Хакими на левом фланге, хотя, конечно, мы его привыкли видеть на правом. Срезается Осимхен. Осимхен, да, мяч догонит, но много защитников. Куда здесь отдавать? Пас немножечко назад. Бруно Фернандеш делал ошеломительный навес. Мяч, к сожалению, до партнеров по команде не дошел. Почти 30 минут у нас уже отыграли команды. 2 удара было в сторону ворот Наполи, а вот вратарь Манчестера пока что у нас курит и ни хрена не делает. Снова не выходит атака у Манчестера, буквально срезка на второй передаче, но при этом Наполи тоже, к сожалению, срезается и очень много, и в центре поля. Румениги отдает на Казимира, снова передача на Румениги, Де Брюйна до него мяч не дошел, Виейра начинает атаку Манчестера, снова попадает в Казимира. Вот реально, ребят, всем советую Казимира. Сколько финалов вы видите, в него постоянно то мяч попадает, то просто он становится на пути к мячу. Короче, он какой-то зачитерный и перечитерный. Он сам за вас играет, да, за него даже практически оттягиваться не надо. Вот. Он сам находит правильное место на поле и сам делает очень много полезных действий для своей команды. Робертсон делает подачу с углового, Беллингем пробивает, мяч летит мимо ворот. Ну что ж, первый удар, собственно, в сторону ворот Манчестер Юнайтед у нас сейчас произошел. Ничего опасного, и Онана вводит мяч в игру. Так, верховая борьба, мяч остается у Манчестера. Бастони отдает на Хакими на левом фланге. Бруно Фернандеш хорошо становится на пути к мячу, прошел перехват, и, собственно, Наполи начинает свою атаку. Неплохая передача, но Онана здесь на выходе играет уверенно, и Осимхен до мяча не добирается. Марадона, ой, отличная передача на левый фланг, посмотрите, как нашел свободную зону, Неймар врывается, я бы сейчас, да, вот так бы я и уходил, и это мяч, и это заслуженный мяч. Вот что называется, прям хотелось сказать, что сейчас нужно резко менять направление движения, Тиаго Силва проскочит вперед, он и проскочил. Неймар прекрасно обыграл Тиаго Силву, прекрасно. Рашид увидел свободную зону, великолепная передача от Марадоны, очень длинная, и, конечно, это заслуженный гол. Ну что ж, на первый тайм, ой-ой-ой-ой, а вот он киков, не знаю, получится, не получится, нет, Куртуа спасает, Куртуа в падении спасает от мяча, который сейчас мог еще быть, а судя по траектории, Рашид еще и перебрасывать аккуратненько, собственно, бельгийца хотел. Ладно, Наполи несется в свою атаку, передача на Робертсона, будет ошеломительная подача, да, будет ошеломительная подача, но игроки Наполи пока что до мяча не добираются. Де Брюйна можно пробивать, и какой неплохой удар, но, к сожалению, мяч идет выше ворот. Что ж, первый тайм 5-4 у нас по ударам, 3-1 у Наполи, пока что... Наполи смотрится все-таки вторым номером, Рашид контролирует игру, но посмотрим, что будет во втором тайме, сами знаете, у нас футбол, здесь может все поменяться буквально за секунду, поэтому, Илья, давай посмотрим, какие козыри в рукаве ты у нас подготовил на второй тайм. Ну, а Рашид, твои козыри мы уже все знаем, выигрывать ты умеешь, забивать ты умеешь, и посмотрим, как ты умеешь удерживать счет, а может и увеличивать его. Робертсон, передача идет ошеломительная, мяч не доходит до партнера, Виейра с мячом справится, конечно, Виейра. Беллингем отдает на Марадону, и Марадона начинает атаку, собственно, Манчестер Юнайтед. Но здесь Варан становится на пути к мячу. Пока что не совсем атака вышла. Снова Робертсон. Передача в центр. Будет разворачиваться? Нет, не будет разворачиваться. Толчок в спину, но без фола. Марадона в центре все-таки находит Оуэна. Оуэн подключает Дембеле. Хорошо очень действует у Манчестера фланги, как вы видите, но при этом в центре поля, что у одной, что у второй команды, все очень вязко, много брака в пасе, много перехватов, поэтому, к сожалению, такие какие-то мелкие атаки с мелким пасом не выходят. Снова ошеломительная подача, Румениги даже смог пробить. Но, к сожалению, мяч летит выше ворот, ему было особо неудобно. Да, к сожалению, Румениги, так сказать, уже не тот, который был в 21-й части. Как и Решфорд уже не тот, как и Кака уже не тот. Хорошие игроки, но, тем не менее, в 21-й, конечно, иконники наши были. Это просто огонь. Сейчас эпики это просто хорошие игроки, иногда немножечко лучше, чем обычные, иногда даже немножечко хуже. Робертсон делает паузу, передача на Матеуса, и вот зачем была эта пауза красивая, если потом ошибка. Но мяч снова у Наполи, не получается здесь у Осимхена развернуться, нанести удар по воротам. Марадона в центре поля,
Есть, снова пытается найти Неймара хорошим забеганием, но здесь уже Джеймс контролировал ситуацию и Неймара прикрывал. Марадона, снова Неймар, передача на Оуэна, сразу же забегание Неймара, очень-очень мельчит с Оуэном, Марадона, дальше продолжает на Дембеле, а вот здесь он нужно что-то придумать. Разворачивайся, конечно же, разворачивайся, Куртуа мяч отбивает. Не совсем получился удар, был рикошет, а так, конечно, в дальний угол Марадона мог спокойно закручивать, но все равно Куртуа на рикошет среагировал и, собственно, мяч отбил. 66-я минута, ребята сделают замены, давайте смотреть. Ляо выходит на атакующего полузащитника, вот это имбовая его последняя карточка. Также выходит Лаутаро. Также выходит Максимин, и 4-го я не увидел, если честно. Ну и посмотрим, какие замены, конечно же, сделает Илья. Это тоже достаточно интересно. Так, смотрим в левый верхний угол. Марадона, Ляо, понятно. Так, кто там еще? Оуэн, Лаутаро, тоже это мы видели. Ой, а тут пока опасная атака, и Лаутаро может сразу же выйти на поле, первым же касанием, собственно, забить мяч. Но Куртуа снова на месте. Куртуа у нас сегодня молодец, отбил очень много, пропустил всего лишь один, мог пропускать гораздо больше. Так, Дембеле, Мане. Ага, Мане вышел. Вот, Мане вышел на правого нападающего, понятно. Кака выходит у Ильи. Холланд выходит у Ильи, суперзамена, понятно, будет работать. Интересно, кстати, какой Холланд, может, тоже шоу-таймовский. И вроде все. Ну что ж, Максимин быстрый, но мне его карточка, если честно, как-то не особо заходит. Ну, типа такой классический, максимально классический бегунок. Хакими находит Мане на правом фланге. Мане поборолся даже головой, сохранил мяч для своей команды, и Манчестер несется в атаку. Но где партнер? Вот, ну есть же открытие, да, Лаутаро, немножечко мяч не дошел, Варан буквально в миллиметрах сорвал эту передачу, а так, конечно, Лаутаро бы выскакивал на ворота, и были бы проблемы у Наполи. Ну что ж, Осимхен начинает атаку Наполи. Кака, Бруно Фернандеш, а куда отдавать? Холланд, ну не ударит, блокируют защитники, немножко не хватает Холланду, ну как бы не немножко, сильно не хватает Холланду баланса, прямолинейно пробежать, пробить, это да, а вот вертеться в штрафной площади и делать какую-то красоту у Холланда, к сожалению, не выйдет. Тут есть какие-то небольшие подтормаживания, не совсем хорошо это, конечно, для финального матча, вот, и буквально из-за такого можно пропустить какой-нибудь нелепый гол, но вроде все растормозилось, ребята ошибок не насовершали, и 82-я минута, у нас уже всего лишь один мяч в этом матче. Пока что решает, что победит Рашид. Илье, конечно же, нужно лететь просто, пытаться стараться отыгрываться, второго шанса не будет, тут уже все или ничего, а времени остается все меньше. Тем временем мяч все равно у Рашида, хорошая атака начинается у Манчестер Юнайтед, Варан прессингует Мане, и Варан справится, да, Варан забирает мяч, но, к сожалению, передача у него не получается. Ляо ищет партнеров по команде, передача на правый на Мане, здесь передача на Малину, есть ошеломительная подача, есть даже удар, но мяч даже в створ не идет. Лаутаро, конечно, не самый лучший игрок головой, мягко говоря, он невысокий, но при этом у Лаутаро всегда очень-очень приятная карточка в игре. Я не знаю почему. Вот Konami любят некоторых игроков и делают им всегда приятные карточки. Илья у нас тут пока решил совершить какие-то замены, но времени совсем уже мало. Тут буквально нужно прижать Рашида к воротам и постараться отыграть хотя бы один мяч. Ну и не пропустить при этом, потому что, сами понимаете, второй мяч это будут похороны. Так вот, у Konami есть какие-то определенные игроки, к которым хорошее отношение. Я бы выделил вот Чиро Иммобиле, я вам говорил про него, Лаутаро тоже выделил бы. Вот что называется, к части с 19 в каждой части его карточка, смотришь по статам, ничего прям мега-супер имбового и такого, чтоб вау, а всегда приятно в игре. Вот всегда она просто приятная, и за нее приятно катать, не знаю почему. Хорошая передача, Депай пробивает головой, но был в офсайде, да, если я не ошибаюсь. Да, Депай тут не вернулся, вообще не выдержал, собственно, линию защиты и оказался в офсайде, да еще и в ворота не попал. Ну что ж, скорее всего, это свисток. Да, ребята, это свисток, всего лишь один мяч. У нас бывают разные финалы, вы сами видели много разных на моем канале. Спасибо ребятам за такой финал. Рашид, считаю, заслуженно победил. Илья смотрелся немножечко хуже. Тем не менее, Илья, ты в финале, этого уже немало. И я надеюсь, в финале ты не последний раз. Ну и... надеюсь, вам понравились мои комментарии. Вот, поэтому пишите свое мнение по матчу в комментариях. Собственно, в закрепленном комментарии все полезные ссылки, и турниры, и моя личка в Телеграме для доната, и просто мой Телеграм для новостей, и чат в Телеграме, чтобы пообщаться. Короче, все там как обычно. Ждем завтра новых номиналок. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.